Всем привет! Тэхён дома, со своим очаровательным Чингуком. Вы заметили шарф Тэхёна в аэропорту? Синий шарф, которым он вчера повязал сумку, уезжая из Парижа, а сегодня, почти символично, он повязал его на талии для большей видимости. Эта простая деталь говорит больше, чем кажется на первый взгляд. Он словно хочет, чтобы все знали, что его сердце уже на пути домой, где его ждет Чингук. Милый плюшевый мишка и красная ниточка тоже там, простые, но многозначительные. Тэхён всегда носит с собой свое пламя, Чингука, на каждом шагу, в каждом полете, в каждом взгляде, которым он обменивается с теми, кто следует за ним. В аэропорту с этим мягко колышущимся синим шарфом мы снова видим то, что всегда знали. Тэгуки нужны друг другу, они находят друг друга даже в толпе. Они как два кусочка пазла, которые судьба сама настойчиво пытается сложить вместе. Наши малыши Тэгуки, естественно дополняющие друг друга дуэт воды и огня, снова вместе. Представьте, как сильно они скучают друг по другу, сколько раз их взгляд останавливался в ожидании этой встречи. Одна лишь мысль об этом наполняет мое сердце нежностью. Желаю вам насладиться прекрасным часоком вместе, моментом отдыха и благодарности под луной, когда все кажется теплее и ближе. Мы хотим, чтобы вы знали, что мы любим вас, что мы скучаем по вам и что ваше счастье освещает наше. Тэхён просто сияет, его невозможно не любить. В его улыбке есть что-то такое искреннее, такое облегчение, что делает невозможным не улыбаться вместе с ним. В аэропорту он выглядел счастливым, по-настоящему счастливым. Возвращаться домой после изнурительных дней, после туров, камеры и софитов, и знать, что Чингук ждет тебя там, это должно быть похоже на возвращение в место, где все имеет смысл. Наблюдать, как он движется среди людей, машет рукой, выглядывает из-за канатов с его фирменной миловидностью, это напоминание о том, почему Тэхён так любим, такой драгоценный. Каждый жест говорит о близости, тепло, человечность, превосходящие любые экраны. Как же он рад, что его расписание закончилось, он может отдохнуть, вздохнуть и насладиться последним днем Чусака с Чингуком. Как будто сама Вселенная подарила им это время, чтобы снова быть вместе, вместе смеяться и молчать, просто быть собой. Видеть Тэхёна таким счастливым, таким полным жизни, было настоящим подарком. И я надеюсь, что в следующий раз аэропорт предложит ему более безопасное, более комфортное место, чтобы его улыбка не была подавлена шумом и препятствиями. Потому что, в конце концов, самое прекрасное – это видеть Тэхёна, возвращающегося домой, знать, что где-то за светом софитов и камер его ждет Чингук. И в каждой мелочи, синем шарфе, плюшевом мишке, красной ниточке, кроется тихая история, история двух душ, которые всегда находят друг друга, даже среди суеты мира. Пост Тэхёна на Уиверс – одна из тех маленьких жемчужин, которые без необходимости использования сложных слов умудряются тронуть сердце тех, кто знает его уникальный способ общения. С присущей ему нежностью и элегантностью он пожелал ему простого, но многозначительного счастливого Чусака. Но за этой простой, казалось бы, невинной фразой скрывался более глубокий смысл, жест, который глубоко резонировал с теми, кто следил за каждой деталью его мира. Потому что Тэхён, с присущей ему тонкостью, поделился не просто приветствием, он также поделился намеком, пропитанным символизмом, он опубликовал блинчик чон. Чон, традиционный корейский пикантный блинчик, это больше, чем просто блюдо. Это осязаемое выражение семейного единства, благодарности и процветания, отмечаемое в Чусок, праздник, который объединяет семьи, чтобы поблагодарить за изобилие и удачи в течение года. В эти дни дома наполняются шипением масла на сковороде, ароматом свежих овощей, рыбы или мяса, смешивающихся с тестом, и смех тех, кто вместе готовит каждый кусочек с самоотдачей и любовью. Приготовление чона – это не просто готовка, это возможность поделиться, напомнить себе, что ценность повседневной жизни заключается в маленьких проявлениях любви и единения. Именно это сделало пост Тэхёна таким захватывающим. Многие просто увидели фотографию традиционной еды, но другие увидели в ней скрытый смысл, жест. В день, который должен быть семейным, он решил показать то, что символизирует это – тепло дома, единение, присутствие людей, которых мы считаем важными в своей жизни.
Возможно, это совпадение, но те, кто следил за историей Тэгука, знают, что в его мире совпадения редки. Тэхён всегда умел общаться с помощью деталей, маленьких жестов, которые говорят громче тысячи слов. Его пост был одним из тех безмолвных, но красноречивых знаков, одним из его фирменных способов выразить «я думаю о ком-то особенном». И тогда многие вспомнили его однажды произнесенную фразу «Чонгук – моя семья». В таком интимном контексте, как Чусок, где семья, это все слова Тэхёна приобрели новый смысл. Можно ли найти более тонкий и прекрасный способ подтвердить эту связь? Любовь Тэгука всегда была чем-то неземным, почти неземным, проявляющимся в тонкостях, в необъяснимом. Его взгляд, его жесты, его естественная гармония – все говорило само за себя. Пост Тэхёна был одним из тех молчаливых заявлений, которые могли постичь только те, кто действительно его понимал. Когда он делился чем-то в день, символизирующий единство и принадлежность, было легко понять, о ком он думает. Чон, приготовленный в каждом доме для благословения семьи, в ее руках стал символом связи и любви. Чусок – это время, когда семьи собираются вместе, обнимаются и празднуют то, что они построили вместе. И Тэхён простым жестом еще раз обозначил, кого он считает частью своего ближайшего круга. Не прямыми словами, а теплотой фотографии, которая говорит о многом. Это был его способ выразить свои чувства, не говоря их. Словно каждый пост, каждая деталь – это скрытое послание, которое могут понять только те, кто видит сердцем. Тэхён своей историей, сотканной из общих моментов и красноречивого молчания, продолжает доказывать, что настоящая любовь не всегда произносится вслух. Иногда она проявляется в повседневной жизни, в фотографии, опубликованной в нужный момент, в традиционном блюде, символизирующем единение. Итак, простой пост счастливого Чусака стал актом нежности, молчаливым подтверждением того, что их отношения живы, крепки и искренни. Потому что Тэхён в очередной раз ясно показал, кому принадлежит его сердце. Он сделал это по-своему, с присущим только ему сочетанием грации, утонченности и искренности. И хотя некоторые пытаются это отрицать, правда есть в каждом жесте, в каждом взгляде, в каждой детали, которая их объединяет. Любовь Тэгука вездесуща, постоянно, реально, как мелодия, которая никогда не перестает звучать для тех, кто умеет слушать. Пока мир празднует изобилие и единение Чусака, Тэхён напоминает нам без слов, что любовь, настоящую любовь, можно праздновать и так, совместными трапезами, безмолвными воспоминаниями и взглядами, которые значат больше, чем любое публичное заявление. Потому что иногда сердцу не нужно говорить, ему просто нужно проявить себя. Одна из самых сильных сторон отношений Тэхёна и Чонгука – это то, как они общаются без слов. Безмолвный, почти невидимый язык, который, кажется, сформировался со временем, основанный на взглядах и жестах, которые легко понять без объяснений. Многие наблюдают со стороны и считают, что все происходящее между ними – часть фан-сервиса, хореография, рассчитанная на камеру, представление, призванное развлекать. Однако, достаточно присмотреться, чтобы понять, что есть что-то особенное в том, как они смотрят друг на друга, в том, как естественно синхронизируются их движения, без репетиций или сценария. Это тонкая, почти незаметная разница, то, что отличает актерскую игру от реальности. То, что происходит между ними, невозможно подделать. Каждый жест, каждое прикосновение, каждая общая улыбка, кажется, имеет свой собственный вес, за этим стоит история. В том, как они вместе, такая захватывающая естественность, что кажется, будто мир вокруг них на мгновение исчезает. Нет камеры, нет зрителей, никакого зрелища, только они вдвоем и связь, которая, кажется, говорит на другом языке. Их объединяет не шум и не публичность, а тишина. Тишина, полная смысла, доверия и присутствия. Взгляд, задержавшийся на секунду дольше обычного, общий смех, нарушающий привычный порядок, легкое прикосновение, которое кажется случайным, но на самом деле нет. Эти повседневные моменты, то, что поддерживает их отношения, словно невидимая нить, связывающая их вместе вне зависимости от контекста. Потому что когда отношения основаны на искренности, каждая деталь становится символом, каждое действие несет в себе историю. Поэтому простой пост счастливого Чусака – это не просто радостное приветствие.
Это акт нежности, вдумчивый способ напомнить друг другу, что они все еще здесь, присутствуют в жизни друг друга. Самый показательный аспект связи Тэхёна и Чонгука – это не отдельный момент, а все в целом. Каждый момент, каждый, казалось бы, случайный обмен репликами – часть невидимой структуры, которая поддерживает то, что их объединяет.